Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня отвлечемся от темы микроконтроллеров. Я хочу сделать обзор вот такого вот модуля для заряда литий-ионных аккумуляторов 18650 с преобразователем напряжения в 5 вольт и USB выходом, чтобы можно было через него заряжать различные устройства, телефоны, фотоаппараты и прочую мобильную технику. На основе этого модуля соберем простейший пауэрбанк, протестируем его и узнаем, какой зарядный ток сможет выдавать данный модуль. Итак, для создания пауэрбанка нам понадобится, собственно, сам модуль, литий-ионный аккумулятор 18650 и бокс для аккумулятора 18650. В первую очередь нужно подумать, как соединить наш преобразователь напряжения и бокс для аккумулятора. У модуля по краям есть площадки для подключения аккумулятора, крайняя правая и центральная для подключения плюса аккумулятора, а две крайние левые для подключения минуса. Так вот, к широким прорезям я и припаяю провода, идущие от аккумулятора, а вот круглые отверстия B+ и B-, battery плюс и battery минус, я буду использовать, чтобы соединить бокс и модуль маленькими винтиками. Вначале наметим места, где у нас будут отверстия. А теперь мини-дрелью просверлим отверстие диаметром примерно 1 мм. Но прежде чем соединять плату и бокс, припаяем провода. Красный, соответственно, к плюсу и черный к минусу. Теперь прикручиваем модуль к боксу. Я использую винтики размером 1,2 мм. И вставляем аккумулятор. Все, можно подключать пауэрбанк к телефону и видим, что телефон заряжается. А на пауэрбанке, вернее на модуле, загорается красный светодиод. Теперь перейдем к оценке характеристик пауэрбанка. Для проверки работы я буду использовать вот такой вот USB-тестер. На экране показывается напряжение на USB-выходе. Сбросим все данные. И плавно увеличивая силу тока, определим максимальный ток заряда, который может отдавать наш самодельный пауэрбанк. После 0,8 ампер напряжение у нас начинает резко уменьшаться. А после 1,07 ампера срабатывает защита пауэрбанка по низкому напряжению, и он отключается. Таким образом, реальный максимальный ток зарядки для данного модуля составляет не более 0,8 ампер. Теперь переподключим пауэрбанк и проверим его емкость в ампер-часах. Емкость самого аккумулятора 18650 примерно 3,3 ампер-часа. Вот и узнаем, сколько тратится на преобразование и при каком минимальном напряжении модуль отключит заряд. Разряжать пауэрбанк я буду током примерно 0,8-0,85 ампера. На дисплее у нас отображается отсчет времени, ампер-часы и ватт-часы. Прошло чуть более 2 часов. Я думаю, эксперимент можно прекращать. Тем более пауэрбанк уже вовсю сигнализирует, что хочет кушать. Емкость пауэрбанка составила примерно 1,6 ампер-часа. В общем, вполне достаточно, чтобы подзарядить телефон в дороге. Как и на большинстве магазинных пауэрбанков, microUSB служит для заряда пауэрбанка. Во время заряда светодиодный индикатор моргает. В следующем видео спроектируем корпус для пауэрбанка в программе Compass 3D и напечатаем корпус на 3D принтере. Получится вроде обыденная вещь, но сделанная своими руками. Спасибо всем за внимание. До встречи в новом видео.